Полицейский был тяжело ранен при преследовании машины, полной преступников. В конце концов, у него случился сильный припадок, и врач уже собирался объявить его мертвым, но тут собака заметила что-то странное и остановила его. То, что произошло дальше, это проявление преданности, подобного которому вы еще никогда не видели. Сержант Кори Мастерсон крепко сжимал руль своего полицейского автомобиля. Проблесковые маячки были включены, а сирена выла. Он преследовал этих преступников уже почти 15 минут. Они уклонялись от него в центре города, но теперь, когда они выехали на шоссе, где было меньше шансов навредить невинным людям, игровое поле выровнялось. Он пристально посмотрел на внедорожник впереди, а затем бросил быстрый взгляд в зеркало заднего вида на Рено, сидящего на заднем сидении. Бельгийская овчарка сидела, выпрямившись с настороженными ушами и умными глазами, следящими за погоней. Внезапно внедорожник преступников резко свернул налево, вырвался вперед, а затем остановился на обочине шоссе. Все 4 двери открылись, преступники высыпали из машины, как крысы, покидающие тонущий корабль, и юркнули в лес, окаймляющий шоссе. Кори пристально посмотрел Рено в глаза и сказал: «Пока оставайся здесь, мальчик». Затем он выпрыгнул из полицейской машины, достал оружие и направился к тому месту, где преступники вошли в лес. Они были где-то в чаще, но Кори не мог ни услышать, ни увидеть никаких признаков их. Осторожно он продвигался глубже в лес. Он крал с ободком, чтобы охватить каждый угол, держа оружие наготове и напрягая все чувства. Когда удар пришелся, его мир внезапно превратился в замедленное действие. Падая на землю, Кори понял, что его подкараулили. Он понял, что его ударили по затылку чем-то тяжелым и что он теряет сознание. Последнее, что Кори успел сделать, прежде чем все погрузилось во тьму, это нажать кнопку, которая открывала дверь машины и выпускала Рено. Когда дверь открылась, Рено бросился в действие, как молния. Его нос точно указал ему, куда идти. Среди деревьев он увидел Кори, неподвижно лежащего на земле, а на его животе сидел крупный мужчина. В руках у него был огромный нож, который он занес, готовясь ударить Кори. Рено удвоил темп и взлетел в воздух. Он сбил преступника всем своим весом и импульсом, отправив мужчину в полет. Преступник вскочил на ноги и тихо выругался, бормоча что-то о том, что убьет и Кори, и Рено, а затем бросился на собаку. В одной руке он держал доску, которую подобрал, а в другой был нож. Рено встретил его на полпути. Пес увернулся от дикого замаха доской, затем от еще более безумного взмаха ножом, а затем схватил мужчину за руку в нескольких дюймах ниже локтя. Преступник зарычал, как раненый бык, и попытался стряхнуть Рено, но пес держался, используя силу своих мощных шейных мышц, чтобы усилить хватку. В конце концов преступник опустился на одно колено, уронил доску и начал наносить удары ножом Рено, но пес продолжал уворачиваться. При этом ему пришлось отпустить руку мужчины. Преступник воспользовался возможностью, чтобы вскочить на ноги и убежать в лес. Рено развернулся и побежал прямо к Кори. Он почувствовал, что его друг находится не в лучшем состоянии, и он был главным приоритетом. Позади Рено услышал голоса. Его нос по-прежнему улавливал все вокруг, и он побежал на звуки. Это была вторая полицейская машина, которая следила за погоней по рации и приехала на помощь. 2 офицеров узнали Рено из участка и последовали за ним к Кори. Когда они его нашли, он был без сознания и в тревожном состоянии. Как только они попали в больницу, ситуация выглядела не очень хорошо. Врачи назначили целый ряд анализов и немедленно начали работать над Кори. Рено поехал домой с одним из других офицеров, но он провел всю ночь беспокойно, бегая туда-сюда и скуля.
Когда наступило утро, он уже ждал у машины, когда напарник Кори вышел из дома. У Рено была только одна мысль: как можно быстрее добраться до Кори. Невозможно было предугадать, не нуждается ли его друг в нем в больнице. Доктор поделился тревожными новостями. Кори получил серьезный перелом черепа от удара по затылку, а также кровоизлияние в мозг. Он находился в коме, и только время покажет, поправится ли он когда-нибудь. Рено не разрешили зайти в реанимацию, его оставили лежать у входа в приемный покой. Когда напарник Кори снова вышел, Рено с тревогой огляделся в поисках Кори, но его нигде не было видно. Он наклонил голову и посмотрел на коллегу Кори, как бы спрашивая, где Кори. Офицер покачал головой и открыл дверь патрульной машины, чтобы Рено мог забраться на заднее сиденье. Рено последовал за ним с опущенным хвостом, как будто он мог почувствовать, что происходит. Через 3 месяца было принято решение отправить Кори домой. Он все еще был в коме, но все надеялись, что пребывание в привычной обстановке поможет ему очнуться. Были организованы круглосуточный уход, и весь участок сопровождал машину скорой помощи к дому Кори и Рено. Рено нашел место рядом с кроватью у Кори и оставался с ним день и ночь. Было утро четверга около 5 часов, когда Рено впервые заметил, что что-то изменилось. Пес не был уверен, что именно, но что-то происходило с Кори. Он вылетел из комнаты и поскребся в дверь, где спала сиделка Кори. Она проснулась от шума и неохотно последовала за Рено в спальню Кори. Зрелище, которое предстало перед ними, вызвало у нее слезы на глазах. Глаза Кори были открыты, и они были сфокусированы. Он сначала посмотрел на Рено. «Привет, мальчик», — сказал он. Его рука была слабой, почти вялой, но он опустил ее, чтобы погладить голову пса. В течение следующих нескольких месяцев восстановление Кори было медленным и тяжелым. Он с трудом ходил, месяцы лежания на спине привели к атрофии мышц, и потребуются многие месяцы физиотерапии, прежде чем он снова сможет ходить. Затем произошло немыслимое. Однажды ночью Кори попытался встать с кровати, чтобы пойти в ванную. Рено сразу проснулся и был готов последовать за ним, но чуткий пес заметил, что что-то странное происходит. Это был не запах и уж точно не звук, скорее нечто в воздухе, что заставило его чувство обостриться. Рено наклонил голову и внимательно посмотрел на Кори. Его друг уже стоял на ногах, но был очень неустойчив. В следующий момент лицо Кори исказилось от боли, он стиснул челюсти, а глаза, казалось, вылезли из орбит. Рено метнулся по коридору к спальне сиделки. Он скребся, лаял и рычал, пока внутри не послышалось движение, а затем побежал обратно по коридору в спальню Кори. К этому времени Кори упал, его тело все еще судорожно дергалось, а из уголков рта стекала тонкая пена. Сиделка вошла в комнату и взяла ситуацию под контроль. Она мягко разговаривала с Кори, подложив подушку под голову, чтобы поддержать шею, и осторожно перевернула его на бок. Она проверила пульс и дыхание, а затем позвонила врачу. Когда врач прибыл, он осмотрел Кори, а затем покачал головой. Он повернулся и срочно заговорил с сиделкой. В комнате воцарилась общая печаль. Они разговаривали и вели себя так, как если бы Кори был мертв. Рено видел это много раз во время службы. Люди ведут себя так, когда кто-то умирает. Но Рено никак не мог этого понять. Совсем нет. Доктор, казалось, считал, что Кори мертв, но Рено знал, это не так. Он чувствовал это. Когда принесли носилки, чтобы унести безжизненное тело Кори, Рено перешел в полный боевой режим. Он встал над Кори, поставив лапы по обе стороны, затем оширил зубы и угрожающе зарычал каждый раз, когда кто-то пытался приблизиться. Рычание переходило в рык, а когда они отступали,
снова превращалось в угрожающее рычание. Так продолжалось более часа, затем прошел еще час. Доктор позвонил в полицейский участок, он хотел, чтобы они прислали кого-нибудь забрать собаку, чтобы они смогли убрать тело Кори. Сам капитан прибыл на место происшествия. Увидев Рено, стоящего над безжизненной фигурой Кори, он посмотрел в пол. Он сказал доктору, что это будет не так просто, как кажется. Кори и Рено были товарищами на протяжении 7 лет, у них была практически нерушимая связь. Рено наблюдал за всем этим. Как-то он должен был заставить их понять, что они неправы. Кори не умер, он чувствовал это. Доктор сказал капитану, что у Кори нет пульса и дыхания, никакой СЛР не вернет его сейчас. Но пока он говорил, Кори начал кашлять. Рено отошел в сторону, но продолжал бдительно следить за доктором и капитаном. На следующее утро доктор был на телевидении и рассказывал всей нации, что стал свидетелем редкого явления, называемого эффектом Лазаря. Кори казался мертвым, но это был просто результат тяжелого эпилептического приступа, произошедшего из-за травмы головы. Собаке с самого начала было ясно, что Кори жив. Кори поправился, а его верный спутник был рядом. Он знал, что Рено всегда прикроет его спину. Какая замечательная история о храбрости и товариществе между человеком и собакой. Был ли у вас когда-нибудь контакт с полицейской собакой? Расскажите нам свою историю в комментариях. А пока мы откланиваемся. До встречи в следующем видео.